Меня зовут Данилова Ирина. Я пришла в компанию, я начала пить капсулы XLF8 и XLF8 с июля месяца 2018 года. И вы знаете, я хочу сказать, что действительно мне Вселенная мне помогла. Я встретила на пути такого человека, она мне рассказала про эти капсулы. Я скажу, что у меня с 18 лет началась vitiligo. Это такое заболевание, знаете, оно вроде бы протекает, ты не болеешь, ты не чувствуешь, но вы знаете, такой дискомфорт чувствуется. За тебя все смотрят, на тебя даже тебя спрашивают, ты идешь куда-то, что такое там у тебя, да? Так было неприятно это все тут рассказывать. Говоришь, что у меня пятна, но я все время думаю, про это думаю, какие-то пигментные пятна у меня. Врачи, конечно, сказали, что хроническое. А когда это была молодая, я не знала, что такое, хроническое, пройдет, все равно хроническое. Я жила с этим. В 9 году меня посетил псориаз. Это вообще тоже что-то было. Опять у меня была такая депрессия. Я очень много перепробовала разных лекарств. Я перепробовала также, но я на БАДы не переходила, потому что я БАДам не верила. Я лекарствами пользовалась. Я пила какой-то овес, пила, в общем, тоже чаку пила. Все что-то, знаете, принимала солевые ванны. Где-то услышу там, что соль, йод, садилась в ванну, тоже все. Постоянно, знаете, это такая работа над собой, потому что когда на руках у тебя такие пляшки и такие такое шелушение, люди, конечно, опять на тебя действительно смотрят с таким подозрением, что ты какая-то заразная. Хотя псориаз не заразный, и когда псориаз, он рушит весь организм, он рушит почки. Когда я лежала один раз, я только один раз прилежала в больнице, и больше сказала, что я туда не пойду. И я все лечилась сама. Как-то старалась поддерживать этот организм свой. И я оттуда вышла еще с большими этими пляшками, вышла с больницы, да, и они мне написали, что состояние удовлетворительное. Я говорю, как удовлетворительное, когда я вся покрываюсь. И мне сказали, да, хроническое, все. На работу не могла никак устроиться, потому что же руки, я же не напишу здесь табличку себе, что я не больная, я здоровая, я не заразная, возьмите меня на работу. Как-то, конечно, я сама, была у меня свое рецептурное дело, я сама занималась как-то, в общем-то, этим, и выживала я. Тут я говорю, я встретила человека, такой, знаете, степени я рада, да, что она появилась на моем жизненном пути. Она мне говорит, давай хоть попей, попробуй эти капсулы. Я говорю, да я уже не верю. Я в такой степени, я говорю, сейчас плачу, знаете, говорю, у меня такая дрожь. Я начала пить эти капсулы, и мы в январе, мы сначала в июне, да, меня сфотографировали. У меня было такое здесь все там, так псориаз был, так все, руки были все в пляшках. Потом в июне я начала пить, я пропила 6 месяцев, мы уже сфотографировались еще раз, уже у меня стали меньше у меня стали, в общем, сухость на локтях, в общем, на коленных суставах. И сейчас, сегодня, да, через 2 месяца, уже как 8 месяцев прошло, да, посмотрите, я просто могу открыто показать свои локти, хотя у меня vitiligo уже цвет меняется, потому что были белые-белые такие Я даже не стесняюсь, я свои рекламные ролики выставляю, свои фотографии вставляю, что какие у меня были руки страшные. У меня были локти очень ужасные. Я не могла их согнуть, потому что у меня они кровили, лопались, трескались. И вы знаете, я очень благодарна, что я пью этот продукт. Я благодарна, что мне Наталья Васильевна это все... Я тоже хотела просто... Вы даже рассказали половину моей истории. Я, во-первых, покрывала себя черными пятнами, у меня были под глазами, потому что это же хроническое заболевание. Оно же тяжело протекало, считайте. В протяжении сколько я принимала всего этого лекарства, антибиотиков, мази этих гормональных. Оно все это, вы знаете, у меня вес был 90 килограмм. Я за 9 месяцев я сбросила 10 килограмм. Сейчас я вешу 76 500. Я чувствую, что я помолодела. Мне даже делают комплименты. И говорят, какая ты была, потому что я была
вся забитая, какая-то такая вся скомплексованная. Я все как-то все скрывала это. Теперь я даже не боюсь говорить, что вот все-таки что делает этот продукт наш. У меня пьет мама, у меня пьет дочь этот продукт. У мамы была кровь густая. Ей сказали, тоже онкология у нее. Но я заставила ее пить, и она даже сейчас стоит и говорит, так, где моя капсула? Ей 80 лет. Я говорю, вот твоя капсула, пей воды. И, в общем-то, так вот у меня остановились волосы. Я не могла даже краситься, я не могла, потому что все же было в бляшках я была. Я себе прическу делала, потому что меня встретил тоже такой, ты как серая мышь. Седина у меня была. Я же боялась краситься, я боялась все вот эти химикаты, принимать эти все краски, маски, да, делать эти крема. Все боялась, потому что что-то намажу, сразу у меня выскочит все. А тут я уже, видите, я посещаю салоны, я сама себя вот уже, я как-то уже крашу, хожу себя как-то, удовлетворяю, да. Сама себе нравлюсь. И мне очень, вы знаете, я рада, очень рада всех. Я вот, как у нас даже действительно мужчины, у нас какие-то, я хочу сказать, что у них такие вот долго-долго играющие. У меня много мужчин знакомых, я говорю, принимайте, вот вы такие вот, вы болеете, вы все такие усталые, все. 45 лет вы уже остались под 60 выглядите, принимайте, покупайте, кушайте этот продукт. Я вообще любила стихи, вот я, конечно, хочу напоследок вот сказать вам, прочитать. Я прочитала стихотворение такое небольшое, в интернете оно мне очень понравилось. Сейчас я знаете, хочу прочитать. Вот мой совет. При любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой. Это ваш шанс избежать обязательств, всем объяснять, что случилось с тобой. Будьте приветливы, доброжелательны, стрессоустойчивы, в чем-то просты. Больше читайте, тогда обязательно мысли и речи не будут пустые. Не обижайте чужих, не злорадствуйте. Помните истину, прошлому нет. Возраст не важен указанный пастырь. Главное душа, зная, сколько вам лет. Будет тогда в жизни все замечательно. Грусть и печаль с ней, все как рукой. Но главное здесь, при любых обстоятельствах, делайте вид, что на сердце покой.